Ты не должен здесь работать, уйди отсюда, иди своей стороны. Страшила, не было скотина, не одевайся так. Мы сдаем квартиру только россиянинам. Целый день пахает, 1500 рублей платит. Потому что ты просто такой внешности, и тебя могут и убить, побить. Чувствовал удары в сторону лица, вот сюда. Таксист вышел из машины за кофе, при нем нет документов. Это привело сразу к выдворению. Я не могу вернуться на родину вот, из-за своей гомосексуальности и положительного ВИЧ-статуса. Мы продолжаем говорить о проблемах, которые в нашем обществе стесняются озвучивать. В этот раз речь пойдет о людях, которым повезло меньше, чем нам. Там, где они родились, нет работы, очень низкие заработки, их преследуют или того хуже, идет война. Эти люди вынуждены покинуть родной дом и искать новый, хотя бы на время. А мы, вместо того, чтобы проявить дружелюбие, относимся к ним пренебрежительно или не замечаем вовсе. При этом экономика нашей страны в таких людях нуждается. Речь пойдет о мигрантах, а скорее о нашем отношении к людям, которые выглядят иначе, которые разговаривают на другом языке и якобы занимают наши рабочие места. Через истории мигрантов, через понятные и простые истины экспертов мы попробуем разобраться в себе. Почему мы презираем? Почему мы позволяем себе унизить достоинство человека с другим разрезом глаз или цветом кожи? Неважно, вслух или про себя. Это Петя Про. Сегодня мы говорим про мигрантов. Успеть до депортации тысячи трудовых мигрантов в Московской области сейчас пытаются продлить свои патенты. Работай, работай, как осел, да? А деньги шиш себе, на. Русские вперед! Русские вперед! Откуда приехали? Какая разница? Китай, Япония. Это из-за того, что я русская, блядь, узбек! Ты всех русских ненавидишь! Русские вперед! Русские вперед! Ты, блядь, не у себя в стране, понял? Ты сюда в гости приехал. Я на работу приехал. Нихуй тебе здесь работать, блядь. Езжай в свою страну и работай. Таких, как я, все. Не брат, гнида черножопая. Бай, спасибо тебе огромное, что ты пришла. С тобой мы откроем блог «Внутренняя миграция». Бая — это стилист, мигрант, такой же, как и я. А что такое вообще внутренняя миграция? Внутренняя миграция — это перемещение людей из одного региона в другой в рамках одного субъекта. Соответственно, я тоже внутренний мигрант, потому что я переехал из Тюмени в Москву. Но ты приехала из тоже субъекта Российской Федерации, из Калмыкии. Да, все верно. 12 лет назад в Москву. Да, я выросла в Калмыкии, училась и закончила школу там. Вот. Ну, я там типа себя не ощущала, что у меня какая-то необычная внешность или как-то отличаюсь от других, потому что 80%, мне кажется, людей азиатской внешности, ну и у нас нету такого сильного какого-то расизма в республике. Поэтому, когда я приехала в Москву, для меня было какие-то ощущения, которые непонятные вначале. Сейчас, вот последние несколько лет, мне стало легче. А до этого я не могу сказать, что каждый день меня булили или что-то было ужасное, но всегда были беспочвенные какие-то ситуации, которые происходили в моей жизни, которые просто из-за моей внешности, беспричинно. Вот, потому что я так выгляжу. Я все время должна иметь с собой паспорт, потому что меня могут забрать в полицию для выяснения личности, потому что типа я выгляжу азиаткой. Меня раньше, когда останавливали в метро, один раз был случай, когда меня на пробежке забрали в полицию. Потому что у меня на пробежке не было с собой паспорта. И забрали меня в полицию для выяснения личности. Пиздец. Я могу сказать, что раньше просто было прям движение скинхедов, которые были против людей, которые не славянской внешности. И вот, например, 20 апреля, я помню, я знаю этот день, что это день рождения Гитлера, потому что в этот день нельзя никуда выходить. Стоп, подожди, в смысле? Ну, потому что 20 апреля может с тобой что-то случиться. Вот, потому что... Так, подождите. Ты серьезно, ты знаешь эту дату наизусть? Да. И ты каждый раз не выходишь из дома, для тебя это важно, и ты типа 20 апреля ты точно сидишь дома? Нет, сейчас нет. Я просто говорю, что раньше было такое, и раньше я помню, что все звонили, говорили, не выходите в этот день, нельзя никуда выходить, потому что с тобой может случиться, потому что ты просто такой внешности, и тебя могут и убить, побить, даже девушек. Это именно в крупных регионах твоим... Это в Москве и Санкт-Петербурге происходило, насколько я знаю. Но я уже не помню, это было смутно. Я говорю, что это было тогда, а сейчас такого нету. Если кто-то мне что-то скажет, я могу ответить, и мне не будет страшно, что мне кто-то сделает плохо или больно, или что-то еще ужаснее. Поэтому сейчас я могу ответить на агрессию в мою сторону. Вот. Я вижу этот прогресс, да. Маша,
Еще раз, спасибо тебе, что ты с нами. Расскажи, пожалуйста, о себе. Ты ведь живешь в России всю жизнь, ты здесь родилась. Да. Где ты родилась? Как все это происходило? Кто твои родители? Давай. Меня зовут Маша, полное имя Мария Магдалена. Я родилась в Петербурге, я здесь жила всю жизнь. И хоть некоторые там пытаются приписать, что я откуда-то понаехала, на самом деле я родилась в центре Питера. Я здесь вот вообще никуда не уезжала, мне здесь очень нравится жить. Но, к сожалению, то, что я здесь живу, нравится не всем. Я, в принципе, наверное, там лет до 6 не думала о том, что я как-то отличаюсь от других. То есть я так думала, что, да, я там немножко другая, но это не сделает меня какой-то плохой. А потом, когда на хореографии меня стали убирать в задние ряды, потому что у меня волосы кудрявые вот в кичку не собирались, когда надо мной начали издеваться в школе, я поняла, что, возможно, моя внешность — это проблема. И вот, собственно, я по этому поводу очень-очень долго переживала. У меня родители, в принципе, не из Петербурга, и мама, и папа. Мама родилась на территории Украины, дедушка у меня из Румынии, бабушка у меня там из России. По папиной линии там все из Мали. В школе и в вузе, в принципе, в школе в большей степени я сталкивалась вот с агрессией от ровесников, я сталкивалась с какой-то, не знаю, такой легкой агрессией от учителей. Но ты когда сталкивалась с этим, все равно ты же понимала, что ты приходила в школу, и ты была одна такая, да, например? И общество, психологи, учителя, одноклассники, там была поддержка или нет? Нет, всем было все равно, к сожалению. То есть мне либо говорили, не обращай внимания, что ты накручиваешь, либо как-то вот учителя там, там обсуждали, что там, что вы там, про мою маму, нормальных русских мужиков не было. Что... При тебе? Там как бы я была маленькая совсем, поэтому они, наверное, думали, что я ничего просто не понимаю, Ужасно. У меня тоже есть такие детские истории, когда обсуждали моих родителей при мне, считая, что я маленький, хотя это 1, 2, 3, 5 класс. И ничего, ты не маленький, ты уже во 2 классе все прекрасно помнишь. Я до сих пор ненавижу этих учителей, потому что это было отвратительно, очень низко, как вообще нормально почему-то в школьной среде считалось и, наверное, считается до сих пор обсуждать, что у ребенка, какой он, какие у него родители. У нас скорее такая тема, что у нас люди не приучены, в принципе, жаловаться. Вот в этом очень большая проблема, и в частности детям, что вот ты там что, ябеда, то есть вот надо терпеть. Вот я терпела, ты терпи. То есть у нас люди, в принципе, не приучены говорить о своем комфорте. Я бы даже не сказала, что это, в принципе, какой-то советский пережиток. Это, мне кажется, часто бывает, вот именно когда вот тебе говорят, что вот у меня тоже все плохо было. То есть это такие люди с травмами, которые заводят детей, и дальше все эти травмы передаются и никуда не уходят, потому что их никто не прорабатывает. Большое количество работы, съемок и желание реализовать как можно больше своих планов привели меня к эмоциональному выгоранию. Что это значит? Я был уставшим даже после 10-часового сна. Радость от успешного выпуска не наполняла меня как раньше. Я чувствовал эмоциональное и физическое истощение, плюс стало подводить здоровье. Как оказалось, это проблема многих людей в пиковый сезон работы. Несомненно, мне хотелось разобраться с этим и снова стать тем самым улыбающимся Петькой с горящими глазами. И я решил вернуться к психотерапии. Сервис «Ясно» опять выручил меня своей мобильностью. Несколько онлайн-сессий с профессионалом по моей проблеме вернули меня в себя. И главное, я понял, как не возвращаться к этому. Сейчас на платформе «Ясно» почти 1000 психотерапевтов. Требования к специалистам очень высокие. Сервис проверяет образование и опыт каждого, что очень важно. 50-минутная сессия стоит 2850 рублей, что в среднем дешевле, чем очные офлайн-сессии. Если ты, как и я, ищешь психотерапевта, то лови скидку в 20% на первую сессию по промокоду PetyaPro. Ссылка на сервис в описании под видео. Расскажи, пожалуйста, еще с каким видом дискриминации ты сталкивалась в своей жизни? В смысле, было какое-то пренебрежение славяно выглядящих людей в отношении тебя или еще что-то? Какие-то самые такие яркие случаи? Это были очень токсичные шутки, это было насилие, если это брать школу. Но вот во взрослой жизни это в основном какие-то такие вот мерзкие комментарии, там, на улице или еще что-то. Вот я когда эти волосы заплела, я вот буквально по улице 2 дня походила, я столько наслушалась, что я прям вот удивилась, что у людей настолько вот я просто не понимаю, что должно произойти, чтобы я человеку на улице сказала, вот что, типа, ты страхоебище, уходи отсюда, типа, страшила, скотина, не одевайся так, и я так, господи, ребята. Вот можешь мне описать портрет этого человека, который тебе так сказал? Говорили женщины, там, типа, бабушки, это говорили мужчины такие средних лет. Я вообще как бы не понимаю, в чем проблема, честно. Для меня это вот настолько дико все. То есть я бы не сказала, что вот у человека, который такой главный хейтер, есть такой вот
портрет вот такого идеального хейтера. Нет, это часто бывает и молодежь, это могут быть там и бабули, а бывают бабули, которые наоборот такие, типа, ой, какая-то там необычная, вот это классная, какая-то там яркая. Ну, то есть это, мне кажется, зависит от количества внутренних убеждений в голове у людей, которые вот им мешают как бы жить. Они хотят выглядеть, может быть, по-другому, но им страшно. И тем, кто выглядит, ну, как бы вот так отлично, это у них вызывает какую-то агрессию. В феврале, наверное, это было, когда в Италии началась эта вся уже пандемия, и люди стали понимать, что это серьезно, и это смешно и грустно, но меня не пустил таксист в такси. Потому что это азиатская внешность? Да, он просто... Мы были с подругой, но подруга не азиатской внешности. Мы ждали такси, он подъехал и не открывал окна и кричал оттуда, типа, ты китайка? Я ему говорю, во-первых, я не китайка, а китаянка. И, во-вторых, я не китаянка. И он начал что-то там кричать, и я ему сказала, откройте двери, я сейчас напишу в службу поддержки. И типа я не знаю почему, я не отклонила эту поездку, а поехала дальше. Потом моя подруга говорит, это ненормально, почему ты так спокойно реагируешь и смеешься? Ну, я перевела это в шутку. И потом я просто выложила в Инстаграм, что, ребят, со мной такое случилось, я не думала, что со мной может случиться и в России, что типа меня вот не впустили в такси. И я начала получать сообщения, ну, ребята из моей республики, ну, из Калмыкии, они... Написала мне девочка, что они сидели, если кто знает, в депо есть большие столы, там место на, ну, пусть на 10 человек. Ну, как в фудкорте. Да. Они сидели за столом, их было 3 человек. Была суббота, все люди обходили их мимо. Не было места, только за их стол никто не садился, только потому что они, типа, азиатской внешности, они сидят там. Я понимаю страх, ну, типа, людей, что всем людям страшно, когда вот наступает какая-то страшная ситуация, но осознавать то, что вот так вот происходит, просто люди... ну, просто не подходит или просто боятся, вот это, конечно, неприятно, и мне даже, ну, больно за это. И часто там какие-то там фразы там, извините, вы так говорите хорошо по-русски, вы долго учили этот язык или вы приехали из Японии и здесь учили язык? Я такая, да, именно сюда, и прямо из Токио прилетела и вот учила 5 лет язык и вот так вот хорошо выучила. Вот. Еще бывают смешные случаи, но я не знаю, как на это реагировать, потому что есть девочки даже, которые выкладывают в Инстаграм истории и говорят, типа, я вот опухла сегодня, я так ужасно выгляжу, как азиат. Я вот задумалась, а как на это реагировать? Я вот каждый день так выгляжу. Значит, что я некрасивая? То есть бытовой расизм — это когда люди не понимают, что просто могут тебя обидеть, но при этом не понимая это. Ну, например? Да, например, это самый смешной пример, который у меня есть, это типа смешно и грустно. Ко мне приезжала в гости моя сестренка родная, и она не видела Москву-Сити, но я ей хотела показать мне небоскребы, и мы пошли туда. Там была тоже женщина одна, она милая очень, я попросила ее сфотографировать, потому что она была одна, и она хотела своей дочери отправить вроде фотографии, мы ее сфотографировали. Я говорю, ну если мы вас сфотографировали, то давайте вы нас с сестрой сфотографируйте. Она сфотографировала и потом говорит, извините, я не знаю, хорошо ли получились фотки или нет. Я говорю, а что случилось? Она говорит, ну я не разбираюсь в ваших глазах, я не знаю, они были открыты или закрыты на фото. Но я посмотрела фото, на всех фото наши глаза были открыты, вот. Но это, типа, смешно и грустно, что этот человек, при том, что он не хотел мне сделать больно или плохо, он, наоборот, типа, хотел, чтобы фотографии получились, но человек не понимает об этом и думает, ну, как-то вот происходит вот такое... Это глупость, просто глупость. Да. Это не российская история, это универсальная история, когда не любят приезжих. Более того, тех приезжих, которые явно отличаются, да, и внешне, и по языку, и в этот момент как бы в нас включается такой встроенный биологический механизм, который заставляет нас бояться. Потому что, ну, по некоторым причинам мы с опасением относимся к людям, про которых мы не понимаем. В этом смысле мигранты из Средней Азии, они многого не ожидают. Для них это, ну, экстремальное приключение, по результатам которого они достигнут жизненного успеха. А здесь ребят перемещаются по своей стране и вдруг сталкиваются с негативным к себе отношением, плюс их же еще вот путают со среднеазиатскими мигрантами. И им обидно, и их в этом смысле тоже можно понять. Расскажи, пожалуйста, про травлю, с которой ты столкнулась в прошлом году из-за видеоролика в ТикТоке. Это Россия, бро.
Скажи, пожалуйста, что это вообще было такое? Там вот именно тогда было активное движение БЛМ, и я сняла ролик о том, что расизм в России все еще есть, он действительно все еще есть, если посмотреть там на статистику, какие-то данные, ну, то есть это действительно, ну, глупо отрицать. И мне стали в комментариях писать там всякие «Россия для русских», «Вали отсюда», ну, я там сняла шуточный ролик «Россия для русских, банки для анализов». Это даже не моя как бы цитата, это цитата Сындука, это такой известный мем довольно. Ты никаких целей не преследовала, правильно? Ты просто сделала это for fun. Да, я хотела про это еще лишний раз рассказать, и вот людей понесло. То есть меня там стали во все эти паблики выкладывать, писать, что вот она не уважает русских людей. Мне там люди писали, что как ты так можешь вообще жить? Я больше с этого так смеялась. Когда это уже начались какие-то оскорбления моей семьи, угрозы моей семье, попытки там как-то вычислить мой адрес, в итоге как бы адрес моей мамы слили, это уже стало не очень смешно. И как бы я так задумалась, что в этой ситуации делать? Ну, в итоге у меня как бы появилась юридическая помощь, когда там я уже более-менее успокоилась. Собственно, пришли к моей маме провести со мной беседу. То есть без повестки, без всего. Там тоже в итоге все успокоилось. Ну, я так и не поняла смысла вот этой вот... В смысле, кто пришли? Из Центра противодействия экстремизму, насколько я помню. И это все, по-моему, похоже немножечко на дурдом. Да, как ты живешь сейчас в этом состоянии? Какая-то ирония, причем самое, что смешное в этой ситуации, как-то так настолько мне было спокойно, настолько мне было все равно, что я даже сама себя удивилась. Гуля, расскажи, пожалуйста, ты руководитель и основатель фонда. Зачем именно ты его основала? Для чего? Почему? Чем он занимается? Я работала в ресторанах, на стройке разных. Я увидела, люди страдают. Не могут вернуть зарплаты, их постоянно обманывают, кидают. Или когда человек болеет, не может помочь сам себе, потому что мигранты, не знают, что такое фонд, что такое юридическая помощь. Я открыла фонд для того, чтобы им показать, что они могут организации обращаться. Я их учу. Открыть одно оказалось, на самом деле, внутри системы очень тяжелая. Когда мигрант обращается, например, когда их кидают на стройки, там на миллионы бывает. И очень тяжело решить, потому что это практически без связи невозможно. Если когда на суд подаешь, на это не обращает внимания, заявление пишешь МВД, тоже не обращает внимания, потому что это мигранты. Но когда за них заступается грамотный человек, юристы, адвокаты, уже те, которые люди основали себя, десятилетиями работают, и тогда получается помогать. И я пока что хочу просто их научить, что можно жить, не обманывая, не кидая. Но если ты приехал в Россию, трудоустроиться официально, в том случае не обманывай. У нас есть специальная записная книжка, да, мы ведем. У нас там 70 тысяч человек база мигрантов. Из них 70%, даже можно сказать 80%, были обмануты во время карантина. До сих пор не могут получить зарплаты. Они целый день пахают, 1500 рублей платят. Еще их кинули во время карантина. И вот с ноября до мая ни один человек зарплату не получил. И я с ними борюсь на сегодняшний день. Вот так. Алтын, спасибо тебе большое, что ты согласился прийти. Расскажи, пожалуйста, про свою историю. Как ты приехал в Россию, почему ты приехал и когда? Начну с того, что с детства я не особо любил Россию и Москву. Ну, у меня такое понимание было, то, что сюда едут только из-за того, что безысходность. Ну, то есть из бедных городов, да, чтобы... Ну, что-то вроде этого, да. И я сюда приехал уже сколько? Вроде в 17-м году. Как-то вдруг сорвался и полетел, купил билет. А из-за чего ты же не хотел? Ну, я вообще работал. Работа была хорошая. Работал в фонде благотворительном с иностранцами. Кыргызский благотворительный фонд. Но я там работал не в качестве соцработника, ну, как, знаете, как администратор больше. По странным обстоятельствам я уволился с работы. И я где-то полгода занимался, чем попало, можно сказать. То есть я себя не мог найти в городе. То ли учиться, то ли работать. То есть я себя не мог найти. То есть перспективной работы не было. И в тот момент уже в Москве стало намного легче для именно вот приезжих. А скажи, пожалуйста, ты когда сюда приехал, как ты зарабатывал, как ты находил себе работу, что было? В первую очередь, когда я собирался в Москву, обычно люди что делают? Сначала ищут жилье, потом как-то через знакомых ищут какую-либо работу на первое время. Но я, к сожалению, начал не с того. Я начал читать сайты, что нужно делать, там какие документы, как себя надо вести. То есть я вот себя к этому готовил в первую очередь. Я понимал то, что я очень как бы с людьми быстро нахожу общий язык, и как бы я был в себе уверен, что я найду работу. Из-за того, что я работал с иностранцами. Но по факту тоже
к сожалению, как-то реальность и ожидания были совсем другим. Я находил хорошие работы, приходил на собеседование, проходил часы стажерские, и в итоге просто как бы говорили: извините, вы нам не подходите. То есть я как бы все делал, как бы, ну, вот первое мое такое разочарование было. Вот это, именно в плане работы. Я работал в час 60 рублей. По 60 рублей в кофейне кофе-хаус баристом. Кошмар. Да. В то время мой напарник получал 200 рублей. То есть, получается, компания половину оставляли себе. То есть, если ты приходишь в определенную компанию, которая помогает трудоустроиться мигранту, они забирают больше процент заработной платы за то, что они помогли трудоустроиться, и за счет этого живут. То есть, да? Есть компании, которые просто получают... Вот пришли человек, он устроился, ему дали там, например, 1000 рублей, он получил все на этом, он уже его нету. Ладно, если бы так. Вы понимаете, вот весь период, то, что он там работает, он приходит туда, чтобы получить зарплату не там, где он работает, а туда, кто его туда устроил, понимаете? Да, вот в эту компанию, специальную компанию, которая занимается мигрантами, для того, чтобы они могли забирать часть этих денег и выдавать вам только... Да. И большое количество мигрантов пользуются таким образом, такими компаниями. Просто они не понимают того, что можно находить самому, напрямую договариваться. Либо сложности русской речи, то есть, либо просто... стесняются, не знаю. Мигранты в среднем по России зарабатывают больше, чем немигранты, но и работают больше. Серьезно? Так сейчас на нас вообще накинутся и скажут, что они еще и мало то, что места забирают, еще и больше зарабатывают. А если пересчитать на час, они зарабатывают меньше. Если пересчитать на месяц, больше, работают сильно. Потому что они приезжают сюда только работать. В основном зарабатывают, увозят к себе обратно часто в тылу, как меня, опять же, это миф. То есть действительно там Таджикистан и Кыргызстан живут за счет переводов из России, но одновременно большую часть денег они тратят здесь, в том числе на налоги. И поэтому говорить о том, что они там чего-то увозят, что-то увозят. Скажите, как конкретно вы помогаете мигрантам, какие-то конкретные случаи? Мы помогаем мигрантам устраиваться на работу, помогаем, если, например, человек хочет прилететь из Узбекистана, Таджикистана или там с Украины, мы им даем контакты доверенных людей, трудоустроиться, да, можно сказать, и также помогаем лечением. Там очень много у нас обращаются мигранты, которые с детьми ДЦП. И то есть вы уже помогли скольким людям, ты 100 считал? тысяч, 150, может. 100-150 тысяч человек? Да. Государство как-то помогает вашему фонду? Нет, никто нам не помогает. Нам помогает народ, как всегда. Волонтеры, обычные люди? Обычные люди, да. Нам никакие бизнесмены, никакие государства, никто нам не помогает. Я пришел в эту работу недавно. Больше 4 месяцев работаю заместителем председателя мигрантов России, Кыргызской республики, Российской Федерации в городе Москвы по Московской области. А вы тоже раньше были курьером, правильно? Да, работал в Яндексе и Деливери. А сейчас уволили, без работы. Хорошо, а когда вы были курьером, вы сталкивались с какой-то дискриминацией или с плохим отношением к себе? Да, бывает, но не постоянно, редко. Не только клиенты, это ладно, а со стороны людей тоже иногда бывает. Считают нам, да, черный работник, да, как будто мы не нужны люди, да. Черный работник вас называют? Да, черный работник, и ты не должен здесь работать, уйди отсюда, зачем ты здесь ходишь? Иди с своей стороны. Ну, а кто так говорил? Это во дворах, куда вы приезжали отдавать заказ или сами клиенты? Клиентом был, но уже забыл. Но со стороны людям был такой. Я пешком работаю. Я пошел туда автобусом. Только что перешел с Скорского метро. Рядом был здоровый мужик, русский, 50-60 лет. Да. А вы были в форме, да, в это время? Да, я был в форме Delivery Club? Да. Я спрашиваю, вы уходить будете? Он меня как повернули меня, короче, молчит таджик, говорит. Я сказал, я вот просто спрашиваю, будет уходить? Молчит таджик, ты не должен работать здесь. Рядом тоже люди были, они, наоборот, меня помогали. Не говорите так, так нельзя. Он, наоборот, меня даже обхаял, послал меня.
Я потом ничего не сказал, пошел, потому Ну, что... то есть общество вокруг, когда это все происходило, им это не нравилось, и они пытались вас защитить, правильно я понимаю? Да. Например, на Новослободском метро там есть специальный для курьера, ждет первый этаж, там место для курьера есть, тепло, да. А некоторых места нету, мы должны ждать на улице. Зима, не зима, снег, не снег, не отпустят туда. Потом я сказал, у меня есть смена, например, здесь буду работать, где буду ждать, это мое решение. Сказал охрана, я спросил охраны, кто тебе сказал? Он сказал меня, руководство, директор Burger King, так сказал, что не отпустит курьерам. То есть это уже отношение к курьерам в целом в разных ресторанах и в торговых центрах, что если у нас есть курьеры, то их обязаны пускать во время морозов, когда минус 30, они не должны стоять ждать своего заказа на улице, правильно? Я должен ждать на улице, не внутри. Если нет заказа, если хочешь зайти на ресторан, без формы разденешь, сумку положишь, на улице поставь свою сумку, заходишь, ждешь заказ или сидишь внутри. А без формы тоже нельзя сидеть, ходить во время работы, штрафуют 5000. Или оплатить штраф, без формы уходить, или на улице будешь ждать. Один раз меня просто так побили. Точнее, ударил один человек. Я тогда подрабатывал курьером, помню, лекарства отвозил. И по одному адресу поднялся на лифте. Онлайн-аптеки, да? Вот да, онлайн-аптеки, да, заказывают, и ты разводишь. То есть мужчина у входа стоял. Ну, я подошел, набрал домофон и так далее. И как бы мы вместе зашли в лифт. И как-то оказалось, что мы поднялись в один и тот же этаж. То есть и в этот момент начал допрашивать, типа, ты куда, кому и так далее. Ну, я как бы... Смотрю на него, думаю, ну, тебе-то какое дело, ну, видно, что у меня пакет, я курьер и так далее. Раз спросил, я промолчал, проигнорировал, второй раз, и как бы, типа, я говорю, ну, какое тебе дело? И в этот момент я как бы ударил, ну, чисто удар в сторону лица, вот сюда. То есть уже дезориентация, и я не понял, что произошло. И второй удар также. Ну, в общем, я сразу отошел в сторону, не стал как уже бодаться с ним. И в этот момент там соседи вышли и так далее, шум поднялся. Что он просто стукнул или он что-то прокричал? То есть, может, он хотел у тебя забрать лекарства или ограбить? Нет, тут уже больше было как бы неприязнь, мне кажется. Ну, просто он еще прокричал, типа, понаехали, там, на букву Ч, там, и так далее. В общем, ну, я как бы сдержался. Я мог бы ответить или побить его, как бы, ну, блин, я спокойно мог бы, но я так подумал, зачем? То есть он мог бы полицию вызвать и так далее. Все бы, наоборот, мне боком вышло бы. Почему ты не вызвал полицию? Почему ты не пошел, не написал Самое заявление? интересное то, что я так и поступил. Уже как бы гордость играла, типа, зачем, типа, я что, ну, пацанское мышление, как сказать, да? Любой мигрант в этой стране вот, приезжает на заработки, во-первых. Он должен соблюдать все федеральные законы, он должен знать культуру того народа, где он работает. Он должен вести себя так, как в обществе, которое что требуется, да? Вот, чтобы не сталкиваться с такими проблемами, чтобы он не создал себе проблему. В большинстве случаев мигранты не защищены. Есть такие случаи, вот, и иногда, если ты уже гражданин другой страны, тебя не очень сильно реагирует. Например, где не очень сильно реагируют? В полиции, в магазине, еще где-то какие-то ситуации? Допустим, если ты гражданин с другой страны, ты вовремя или ты когда захотел не снимешь квартиру в Москве, допустим. Ну вот эта вот легендарная фраза «квартира только для славян», да? Да, вот возьмешь объявление, набираешь и звонишь, мне нужна однокомнатная квартира или двухкомнатная квартира. Сразу же отвечает, вы гражданин какой страны? Если ты скажешь, вот гражданин из Киргизии или Таджикистана, извини, мы сдаем квартиру только россиянинам. То есть проблема иногда стоит не то, что нет денег заплатить за квартиру, а просто нет возможности, вариантов нет у квартир, правильно? Да. Если ты знаком, уже в доверии ты можешь снять, можешь регистрироваться там. Но это уже близкие друзья, какие-то близкие знакомые. И это самый маленький процент в отношении. Допустим, из 100 это 10% могут быть так, а 90% это у всех проблема с жильем. Они по месту жительства никак не смогут
жить и легализоваться здесь. Почему они сюда приезжают? Почему именно в Россию? И от чего они бегут? И что они хотят здесь найти? Я думаю, как и все люди, так же, как и от России убегают, и так же, как и своей страны, это просто нехватка финансов. Финансы ищут они где-то, и все, деньги. Уезжают в Корею, в Китай. Сейчас в основном граждане Кыргызстана, Узбекистана стараются попасть в Корею, потому что там очень хорошо платят, но ты там будешь работать как раб, голову не поднимая. День будешь получать $200, но отношение другое, ты язык не знаешь. В Россию едут, потому что здесь все равно родное свое. Здесь хоть бывает, что ты чурка, но все равно, как в детстве, да, например, родители же воспитывались Советского Союза, да, что это твой брат, что братский народ. Все-таки, наверное, сюда приезжают, потому что безопасно чуть-чуть. Лучше относятся здесь. То есть люди бегут просто от бедности? От бедности. Кто хочет уезжать из дома? Вот сами подумайте, в Кыргызстане я была, там горы красиво, люди живут, а здесь живут в квартире, в одной комнате, в квартире 15 человек. Ты представляешь, ты идешь в ванну купаться в очереди. Я когда в Москву приехала, я тоже жила так. Я была в шоке, в ужасе, я не могла себя прийти. Я сам так жил, когда в Москву Я жила так, я думала, я даже ругалась. Я ненавидела, думаю, воняешь, узбек, как это так? И когда уже начала их узнавать, и мне жалко стало их как человек, я тоже была как-то думала, как вы так живете? Я каждую пятницу звонила папе, говорю, отправь мне деньги, я не смогу с ними жить тут. Я говорю, они пахнут все. Чем пахнут? Ну, в одной комнате 30 человек, вот так место дают тебе. 3000 рублей за койко-место. Конечно, запах. Одни мужчины были, только 4 девушки были, я помню. Я еле переехала оттуда. Ужас. У нас 3 комнаты были, по 20 человек спали. Вот я до 5 утра в подъезде сидела, чтобы когда не усну, думаю, зайду. Очень полезно, так сказать, думать об этом в том режиме, о котором я сейчас расскажу, что они сельские жители. То есть, грубо говоря, к нам едет село. А российское село исчерпалось, ну вот, порядка там 30-40 лет назад. Но если как бы вспомнить, какой на эту тему был Бенц там 40 лет назад, когда приезжала так называемая лимита, селилась в общежитиях для того, чтобы получить квартиру через некоторое количество времени, бузила, харкалась и вела себя кое-как. Им отношение было абсолютно идентичное, я правильно понимаю? Ну, боялись. Я думаю, что там было меньше презрения, хотя, с другой стороны, мне кажется, что вот это деревня, да, слышь, деревня, да, никто сейчас не обзывается деревней. Потому что деревни нет? Потому что нет деревни, потому что мы не узнаем эту деревню. А по большому счету эти ребята, которые приезжают из Таджикистана, или Узбекистана, или Кыргызстана, это просто, ну, такие деревенские ребята. Просто там деревня сохранилась, да, но мы ее не видим. Мы видим этнического чужака, который отнимает наши рабочие места. Отнимает ли? Нет. Это тоже, в общем, стереотип. Ну, вернее так, работает и в ту, и в другую сторону. Есть такие пространства, в которых действительно какие-нибудь более сплоченные, более сконцентрированные на работу бригады мигрантов из Средней Азии, ну, выбивают соответствующие бригады. А мы представляем себе рабочий люд российский, да, пьющий в том числе. Как бы они их выбивают, да, из некоторых областей. Но дальше вопрос, что делает человек, которого выбили с той позиции, в которой он находился. Если у него есть силы, мозги, он становится бригадиром для тех людей, которые не знают русского языка. А если нет, ну, он сидит и переживает. И в этом смысле ну, довольно признанный научный факт, что миграция создает рабочие места, а не отнимает их. Ну, потому что дешевый труд, расширение производства за счет дешевого труда и, соответственно, менеджерские позиции. И дальше, повторюсь, либо ты их занимаешь, и у тебя все становится лучше, либо ты сидишь где-нибудь и говоришь о том, что понаехали. Ну что, мы начинаем наш реалити-проект «Дом-2». Сегодня у нас... во-первых, на самом деле сегодня у нас должно было быть интервью с Алишей, да. Но Алиша пришла не одна, она пришла со своим бойфрендом, и мы решили еще и Азиса, это ее парень, тоже проспрашивать. У тебя очень нетипичная ситуация, насколько я знаю. Ты приехала в Россию до пандемии, и когда была пандемия, закрылись границы, и ты осталась. Расскажи о том, почему ты приехала и вот как все это случилось. Да, вначале вообще у нас были планы с моим партнером провести фильм в Москве. Уже готовый фильм был.
под названием «Карта мечты». У нас был фильм такой, казахский фильм. Мы взяли разрешение у этих продюсеров, да, на раскрутку. Получается, уже когда мы пришли, наступила пандемия, и мы увидели перспективу и возможности в Москве, да. Плюс мы увидели, что тут очень много можно заработать, там перспектив много, да. Поэтому остались, да. 19-летняя девушка взяла фильм в Казахстане, приехала из Киргизии и раскручивать его в России. Очень круто. Вы с девочкой, с какой-то своей, подругой, партнером вашим вместе приехали, вместе остались. Да, да. Еще мы вместе продвигали онлайн-курс английского языка. Очень круто началось вообще в Москве. Тут очень много возможностей, очень много людей. И это меня реально вдохновляло. Еще очень красивые дома и здания, вот эти высокие, да. Это было что-то, потому что я таких не видела, да. И люди, как бы, очень мне понравились. Все понравилось. Да. Как? Еще я есть. Да, кстати, я его тоже встретила. Еще я есть. Да, в тот момент мы еще познакомились. В Москве? Да, в Москве. У него тоже такие же амбиции, цели были. И мы как бы сделали бесплатный тренинг такой. А на какую тему? На предпринимательство. В основном Инфо-цыгане. финансы. Нет, как бы просто поделиться опытом. Нет, там были действующие предприниматели. То есть да, у действующие всех были бизнес. предприниматели, да. Это я шучу. Москва — это, если я правильно понимаю, второй по населению кыргызский город в мире после Бишкека. Где-то 400 тысяч кыргызстанцев. То есть уже к своим, они уже едут, у меня здесь брат, семья, сват. Да пусть едут. Тут весело. Тут как бы 100 кыргызских дискотек в Москве чуть ли не ежедневно проходят. Клубы единоборств с выходами на довольно серьезные лиги. И вот ты работаешь там на стройке, ночами тренируешься, допустим, 6 дней тренируешься, а 7-й день идешь танцевать. Не знакомишься еще с какой-нибудь кыргызской из, допустим, с севера Кыргызстана, а она с юга Кыргызстана. И вы бы в Кыргызстане-то не познакомились, или только в Бишкеке познакомились. А в Москва производит кыргызов в этом смысле. Потому что кто всерьез из этих молодых людей вспоминает, что он кыргыз, сидя в своем аиле где-нибудь на Иссык-Куле, где, есть кто-то, кроме кыргызов, но там основные, так сказать, факторы идентичности — это там село свое, да, и ты ходишь стенка на стенку драться с соседним селом. А тут ты приезжаешь в Москву, тебя определяют как кыргыза. Ты сам себя начинаешь определять как кыргыз. И отсюда у нас, например, по-моему, первые, кто в пандемию как-то решил, что маска является предметом и демонстрацией идентичности, это как раз кыргызстанский мигрант, потому что вот маска с флагом Кыргызстана — это как раз вот то, что уже, по-моему, в мае появилось. Расскажи, пожалуйста, ты здесь сколько в России уже? 4 года, на 4-й год. Ты приехал сюда, решил открыть бизнес, правильно понимаю? Что это за бизнес? Это была доставка еды. Год назад я этим занимался. А сейчас? А сейчас мы с другом хотим основывать инвестиционную компанию на базе блокчейна. То есть там криптовалюта, цифровые активы. И в этот момент я потерял какой-либо смысл, я просто сижу такой, что... Вот, то есть мы сейчас открываем курс, то есть сайт готовится, откроем курс. Есть платформа, где мы обучать людей. Вы такие умненькие в свой возраст. Я не знаю, в 19 вообще не об этом думал. А между собой вы говорите на русском в основном, да. Почему? Так удобно. Так удобно выразить свои эмоции, чувства. А почему на русском удобнее? Он эмоциональнее? Я так привыкла. У меня цель была вообще, то есть изучить реально вот русский язык, потому что у меня очень большой комплекс был в этом, когда еще в школе, да, у меня реально, то есть по-русскому у меня не было знаний, вообще не было знаний. Потом я начала ходить на тренинги, на различные там встречи, где там общаются именно кыргызы на русском языке. Я начала это тренировать просто на практике и читать русские книги. И после этого как бы у меня прокачался, да, за 1 год. Еще в Москве он еще и укрепился, да. Но может быть еще от этого отношение к вам абсолютно суперское, потому что язык всегда дает сразу. Да, есть такое. Когда ты уверенно и четко говоришь на русском, как бы русские тоже как бы нормально относятся, такие, круто. Зачем нам, россиянам, быть добродушными и встречать мигрантов? Вообще-то у нас выбора особо нет. То есть всерьез менеджмент миграции, особенно запретительный, не работает нигде. И вот в тот момент, когда там Трамп кричал о том, что он будет запрещать миграцию из Мексики, другой рукой он вполне ее разрешал. И было совершенно явно, что это делается для того, чтобы удовлетворить его электорат, а не всерьез воздействовать на миграционные потоки, потому что миграция
нужна экономике. Понятно, что всем хочется, чтобы мигранты были культурные и образованные. Другое дело, что вот скорее вот по некоторым предварительным предположениям нам кажется, что России вообще стоит пытаться шукать по индийским поселкам городского типа и по колледжам. Потому что университетские образованные люди в России не поедут, а вот люди, которые, грубо говоря, заканчивают колледжи и техникумы, их можно привлечь. Другое дело, что для этого нужна реально очень сконцентрированная миграционная политика, на которую я не уверен, что российское государство прям всерьез способно. Хорошо, с экономической точки зрения для развития и для того, чтобы они занимались в том числе той работой, которой мы уже не занимаемся, потому что и деревни у нас нет, и простым трудом мы уже это все не делаем. С точки зрения человеческой, как нам это все принимать и почему мы должны принимать? Ну, тут как бы уже вкусовщина начинается. Кому-то кто-то нравится, кому-то кто-то не нравится. Вот мне кажется, что чем сложнее общество, в котором мы живем, тем вероятнее, что в нем будут происходить там научные открытия. Потому что в тот момент, когда мы видим много различающихся людей, мы становимся когнитивно сложнее. И эта когнитивная сложность как бы на следующем этапе дает нам возможность делать довольно сложные вещи в науке, технике и обществе в целом. Да, это я просто думал и социологии, и психологии, и во многих науках, потому что ты просто расширяешься сознание и начинаешь более адекватно. То есть для меня в этом смысле вопроса не стоит. Мне вообще кажется, что этническая эксклюзивность в этом смысле, она, прошлый век. Конечно, есть в этом смысле идеологии такого ретроградского характера, для которых вот эта национальная идентичность, она важна. Я очень хорошо понимаю, из чего она важна, и из какого и нейрофизиологического ощущения, и психологического ощущения. Но, с другой стороны, вполне можно идентифицироваться с человечеством. То есть это следующий этап развития, просто к которому одна часть людей пришла, там в том числе наверняка оба мы, другая часть людей не пришла, и мы ждем уже следующее поколение, что их дети придут к этому и так далее. Когда будет просто понятие не он чужой, а мы все люди. Какая-то была неприязнь или притеснение, или какое-то хамство в твой адрес? Ни разу такого не было. Ни разу? Я до сих пор удивляюсь, у меня ни разу такого не было. Так а что удивляться? Это хорошо. Полиция там не встречала, документы не спрашивала? Один раз только было у меня. Да. Понятно, что они могут проверить. Это их обязанность, это их работа, да? Ни с каким обманом ты тоже не встречался? Нет, ни разу. Но так и должно быть. С какими проблемами чаще всего вы сейчас сталкиваетесь? Какие проблемы у беженцев в России? У беженцев, иммигрантов разные абсолютно проблемы. У беженцев главная проблема — это отсутствие возможности получить официальный статус. И с этого начинаются остальные проблемы. Да? Там медицинская помощь тяжело устроить. Объясни, что дает этот статус тоже для людей, которые не в теме. Там действительно приравнены люди, у которых есть, например, статус беженца, к гражданам России, конечно, с разными исключениями, но они приравнены. Да? То есть, как минимум, ты можешь быть устроен официально на работу. Да? С тобой могут заключить трудовой договор, а на практике у людей нет статуса, они находятся там несколько лет в этой абсолютно абстрактной процедуре обращения за статусом беженца, обжалуют отказы, ходят в суды, у них нет права официально работать. Но не работать они не могут, потому что Россия, она не предусматривает вообще никакие пособия для людей, которые находятся в этой процедуре. Она, в принципе, предусматривает пособия для людей, которые получили статус, это 100 рублей. В принципе, на 100 рублей ты можешь поехать туда и вернуться, чтобы получить это пособие, и все. То есть люди действительно никак не защищены, у них нет возможности не работать, но одновременно, если ты работаешь неофициально, ты всегда находишься под угрозой выдворения. Выдворение в страну, где тебе угрожает какая-либо опасность, например, война. Получается, что у беженцев просто нет какого-то этого, если там по картине Маслоу потребностей, нет этого базовой безопасности, абсолютно нет. У трудовых мигрантов все же по-другому, потому что у многих есть этот какой-то официальный статус, есть патент, есть вид на жительство, любой документ, либо если ты студент, у тебя есть студенческая виза, да, и ты уже
не находишься под таким большим риском выдворения, хотя я считаю, что ни один мигрант, как бы, он все равно не защищен от выдворения, потому что у нас есть определенная такая политика миграции на практике, да, например, полиция очень часто останавливает мигрантов для так называемой проверки для документов. В принципе, по закону о полиции у них нет такого, как сказать, неограниченного права останавливать любого человека по любому поводу. То есть либо ты совершаешь уголовное преступление, либо подозрение, да, там, я не знаю, бежишь, там у тебя на футболке кровь, прям подозрение, что ты совершаешь уголовное преступление, и если ты находишься в розыске. Но для этого должна быть информация, кого именно они разыскивают, да, там условно, как этот человек выглядит. Просто остановить человека, потому что он мигрант, и проверить его документы, у полиции нет этого права. Но как бы для полиции это такой достаточно большой источник дополнительного дохода. Действительно, мигранты для них это такой вечный мешок денег, потому что они берут с них взятки. У тебя не должно быть, отсутствие каких-то официальных документов. И Россия считает, что отсутствие вот прямо здесь у сердечка. То есть, в принципе, все документы должны находиться, я не знаю, просто вот реально около тела. Потому что у нас были какие-то ужасные случаи, там таксист вышел из машины за кофе, тут его как бы останавливают, а все документы у него в машине. При нем нет документов. И это привело сразу к выдворению. В основном мигранты, которые нам рассказывали свои истории, говорят, что все хорошо, все прекрасно, все супер. Представители фондов и комитетов, которые у нас были, они говорят, что проблем очень много, и есть и жестокое отношение, ксенофобия, и разводят, и нужна помощь, и с документами, и так далее, и с деньгами. Я думаю, что и те правы, и те правы. Вот, то есть то, что мигранты дискриминируемы в той или иной степени, это факт. Просто если ты фонд, ты как бы обращаешь на это внимание, потому что на это заточена твоя работа, плюс на это завязано твое финансирование. А если ты мигрант, наоборот, мне кажется, win strategy, да, выигрышная стратегия состоит в том, что ты не замечаешь этого, потому что ты с этим все равно особо ничего не сделаешь, а жизнь это отравит. И есть так называемый феномен счастливого мигранта и оптимизма среди мигрантов, который говорит о том, что да, действительно, мигранты в целом счастливее и веселее, чем не мигранты. И в этом смысле, я думаю, такая позиция — это как раз следствие этого мигрантского счастья и оптимизма. Это удивительная история, потому что я тоже мигрант, я жил много лет в другой стране. Я жил несколько лет в Черногории и в Сербии, потом несколько лет. И я прям всегда чувствовал себя счастливым. И те условия, которые у меня были, и жилья, и труда, и так далее, меня устраивали, хотя они были намного хуже, чем... Плюс ты же там как бы в некотором приключении, да? И в этом смысле российские мигранты, они тоже как бы в приключении. И в приключении тебе легче справляться с всякой ерундой, чем если ты как бы думаешь, вот я приехал домой, а тут у тебя там, не знаю, воды горячей нет, это блин. Давай тогда объясним сейчас тоже, почему беженцы в основном приезжают в Россию, по каким причинам и почему именно в Россию? Первое, это действительно очень высокий коррупциогенный фактор в посольствах и консульствах. Действительно легче получить визу. То есть, если тебе вот прям сейчас надо уезжать, то, многие знают, что там... Когда у тебя война, ты не можешь ни о чем думать, ты последние деньги отправляешь в консульство Российской Федерации, сюда перебираешься, а здесь ты оказываешься в ловушке, потому что ты не можешь ни работать, ничего не делать. То есть ты просто бежишь от войны. Какие еще... Например, то, что я слышала от граждан разных стран Африки, они считают, что Россия, во-первых, это другой континент, это очень далеко там от какой-то опасности, которая происходит в их стране, а во-вторых, что Россия — это как бы Европа, потому что, близко находится. И вот, например, там гомосексуальные беженцы, да, либо там, не знаю, трансгендерные персоны, они считают, что Россия — это как бы Европа, и поэтому я приезжаю реально в безопасную страну. А когда они приезжают, я им говорю, что я вам не советую, если у вас будет там партнер, как-то прилюдно, да, высказывать к нему свою любовь, потому что это чревато в России. Они очень сильно удивляются. То есть для них Россия — это далеко, около Европы, и такое как бы место, как бы а-ля европейская. Свобода. Да. И как бы есть, конечно, вот, например, у Сирии и России была очень такая
тесная связь. Действительно, сирийцы приезжали сюда учиться. Очень многие, как бы, получить российское образование, это считалось, ну, действительно, повышался человек в социальном статусе, когда он приезжал в Сирию. И, соответственно, у них там из поколения в поколение, видимо, закладывалось, что в России прекрасное образование, в России... Да. И, ну, плюс, как бы, конечно, понимаю, что это определенный сексизм, в том числе и считалось, что русская жена, это тоже, как бы, тебе давал какие-то очки, да, там, в социальном статусе. То есть там был даже а-ля клуб русских жен в Сирии, и все, что было связано с Россией, как бы не считалось таким, конечно, как сейчас. К сожалению, времена поменялись. То есть есть, да, действительно те, у которых была какая-либо связь с Россией, либо там вот афганцы, которые приезжают просто в Россию, очень такое крепкое афганское комьюнити, и они приезжают сюда вот зная, что кто-то там из родственников уже живет в России, и как бы легче приехать именно в Россию, да, чем в другую страну, где вообще нет никого. Это тоже одна из причин. Ахмед, расскажи, пожалуйста, откуда ты приехал в Россию и когда? Я приехал в Россию в 2017 году. Я уехал из Йемена из-за войны. Мой брат, он побудил меня поехать в Россию. И что сейчас происходит в твоей стране и с твоей семьей? Сейчас война идет в Йемене. Все еще продолжается. И мой отец погиб в 2016 году. И тоже брат в 2019 году. Также неделю назад я слышал, что мой брат и его сын были ранены в войне. Сейчас он в больнице. Они воюют или они гражданские? Да, воюют. Расскажи, а ты приехал в Россию по какой-то программе учиться, да? Да. А на кого ты учишься, расскажи? Медицинский институт. На лечебное дело, да? Да. А кем хочешь стать? Ну, хирургия. Окулистом. Хорошо. Подскажи, пожалуйста, сложно ли тебе жить в России? До 2019 очень хорошо у меня было. А после этого очень сложно. Брат и родители перестали деньги отправлять, да? Да, у меня есть брат, он был скинут мне деньги, когда я хочу. А он погиб в 2019 году. И как ты сейчас вот эти 2 года живешь? Где ты зарабатываешь деньги? Или где ты находишь деньги? Ну, там просто у меня есть Саудовская Аравия, там, например, родственники помогают мне, там люди. А, благотворительный фонд какой-то, который тебе помогает? Помогает, $100, это каждые 2 месяца. Каждые 2 месяца $100? Да. У меня есть тоже друг здесь. Он помогает мне. А друг откуда? Йемен. А русские тебе помогают как-то? Нет. Подскажи, пожалуйста, а ты как-то сталкиваешься с какими-то неприятными ситуациями с русскими? Может быть, какие-то плохие слова в твой адрес говорят? Нет, люди, россияне, они очень хорошо. А ты бы хотел вернуться туда после войны? Или ты бы хотел жить в России? Очень хочу. Если есть у меня все хорошо в этом году, я вернусь в Йемен и потом вернусь в Россию. А, ты хочешь вернуться в Россию, здесь жить и работать, да? Да, просто хочу увидеть семью. Почему хочешь вернуться? Здесь безопасно и есть возможности? Как я могу работать, если есть война? Расскажи, пожалуйста, о себе как можно подробнее. Откуда ты? Что с тобой происходило? Как ты жил в России? Вот все. Я родился в маленьком городе в Узбекистане. О своей гомосексуальности начал понимать в раннем детстве, где-то лет в 13. Когда еще был в Узбекистане, мне было страшно там жить. Вот все время было в школе тяжело мне, все время издевались надо мной все, что чувствовал себя очень небезопасно там. Но об этом говорить я не смог никому. И когда мне было 16 лет, я уехал в Россию с родителями. А куда ты уехал в Россию? Куда именно? В какой город? В Москву. Москву. И там я начал встречаться с такими же, как я, людьми и чувствовал себя, немножко свободно. Решился там остаться и работал, учился там. Но в 2017 году я поступил учиться сначала, и одновременно работал в тот момент. И у меня нашли ВИЧ. Это было в миграционном центре, я узнал об этом, когда мне пришлось продлевать свои документы, чтобы работать и учиться в России. И в тот момент мне отказали, что я
не могу находиться в России больше, и мне нужно уехать на родину и там начать лечиться, что мое пребывание в России угрожает опасности людям, что депортация меня ждет, если я не уеду. Мне так сказали, и потом, конечно, я очень испугался, и я не знал, что делать. Обратился в ЛГБТ-организацию, гражданское содействие, стимул, и Ласкай тоже вот помогает ВИЧ-положительным людям. Там, в тех организациях, мне посоветовали обращаться в ВКБ ООН по делам беженцев, который находится в Москве. Вот. Я поехал туда и рассказал о своей проблеме, что вот так вот со мной происходит, меня хотят депортировать, и я не могу вернуться на родину вот, из-за своей гомосексуальности и положительного ВИЧ-статуса. А скажи, чем угрожало бы тебе, если бы ты вернулся с ВИЧ-статусом к себе на родину в Узбекистан? Ну, наверное, меня бы посадили. И в тюрьме там избивали бы, наказали бы жестко. Потому что ВИЧ для многих в наших странах, там, в России, в Узбекистане, это очень позорная болезнь, не знаю почему. Ну, если у тебя ВИЧ, то ты самый-самый отвратительный человек. Если еще ты гей или трансгендер, не знаю, ну, тогда еще хуже. Но люди не хотят понимать. Все время думают, что так нельзя, вот, надо убивать таких людей, что обзывают плохими словами. Мне было очень-очень страшно вернуться на родину. И я обратился в ООН, и мне там юристы все сказали, что мне нужно сначала просить убежище в Россию. Я хотел сразу уехать в Европу или бежать с Европы или с США. Они сказали, что это не все так просто. Места ограничены, что мы не можем сразу всех отправлять. Ну, нуждающихся много. И сначала я должен был просить убежище в России. Да, и решился я пойти в миграционную службу в Москве, и мы поехали с моим юристом. И там была одна женщина, она обзывала меня плохими словами, очень жестко обзывала, что зачем мы его сюда тащили, у нас и так пидорасов хватает в стране. А потом юрист мой начал доказывать, что вот по конвенции ООН я имею право обратиться за убежищем в России. В итоге решили все-таки принять, и через месяц мне отказали. И потом я начал судиться. Подскажи, пожалуйста, вот все это время, пока у тебя были отказы, пока ты выяснял с юристами, иммиграционная служба в России не могла решить эту проблему и помочь, ты получал какое-то лечение в России? Да, я получал. Я начал лечиться самостоятельно. Через Ласкай я нашел врачи, которые мне назначили схемотерапию. И потом я покупал сам в Москве, что они продаются, эти лекарства. То есть, по сути, не государство помогло, а помогла общественная организация Ласкай, правильно я понимаю? Да. И в то время я начал делать фальшивые документы и как бы подрабатывал там в ресторанах, кафе, начал работать официантом все-таки. И какое-то время я жил в шелтере Стимула, и в московском комьюнити-центре я жил у них в шелтере. Полгода почти у Стимула я жил. Тогда мне помогли, материальную помощь оказывали тогда. И в начале прошлого года мне сказали, что приняли меня в Швеции. Тогда перед этим меня депортировали из России. Это было в январе, когда я жил с мигрантами в квартире, ко мне пришли полицейские, и меня забрали в отделение сразу из дома. Мне сказали, что сколько раз я пытаюсь еще просить убежище там, в России, и я должен уехать, покинуть Россию, и меня там отправили в суд. И судья решила меня депортировать, я штрафовать на 5000 рублей. Со мной были юристы, слава богу, и они боролись за мои права и решили меня не отправить в депортационный центр, а просто штрафовать и в течение 10 дней, что ли, покинуть Россию, дали мне возможность. Россия взяла на себя обязательства. Обязательства оправдывались тем, что мы не хотим, чтобы люди просто умирали, потому что им страна отказывает во въезде. И у России особо нет возможности не соблюдать разные международные законы, которые она подписывает. Конечно, Россия это делает, но Россия обязана. Она взяла на себя обязательства. По поводу жителей общества. Мне кажется, что, во-первых, очень многие забывают, что вообще Россия, она действительно многонациональная страна. Это не просто то, что написано там в Конституции, либо то, что часто президент любит повторять. Когда связывают ислам исключительно только с мигрантами,
как будто бы забывая, что мусульмане уже живут в России. У нас разные республики, и в разных точках России люди исповедуют ислам, как бы он уже был в России изначально, то есть никто его сюда специально не завозит. И я не верю, что есть российская культура. Она не связана с какими-то условными славянами, как бы я даже не всегда понимаю, кто это, как бы, какие именно славяне, те, которые пришли, да, там, в Русь изначально, как бы, о ком идет речь. Условно, если вы гуляете по Москве, вы видите, как на архитектуру повлияло немцы, французы, есть грузинские нотки, еврейские, татарские. То есть мы можем сейчас видеть, у нас Москва не славянская, у нас Москва как бы действительно соткана из разных культур, и он действительно город, который изначально принимал очень много разных людей и приглашал этих людей для разных целей, там, в том числе там, помочь нам управлять страной, либо помочь нам построить Красную площадь, да, для разных целей. Просто, к сожалению, сейчас как бы мы считаем, что, ну, я не знаю, да, там, что есть такой какой-то определенный образ Москвы, да, и нам больше ничего не надо. Я не думаю, что ксенофобия искоренима, но одновременно мне кажется, что можно было бы сделать очень много всего классного. Там, в частности, вот в некоторых российских городах-миллионниках есть мигрантские районы. Там мигранты не большинство, но некоторое значительное меньшинство. При этом это, ну, с одной стороны, относительно известные случаи. Там в Екатеринбурге есть такой район «Сортировка», который там на весь Екатеринбург считается мигрантским. А одновременно даже ростовчане не знают, что в Ростове есть такой район Темирник, находится рядом с рынком, и вот там действительно тоже в некоторых домах количество иностранцев там достигает 50%. Но дальше вопрос, что с этими районами делать и нужно ли. По большому счету особо не нужно, потому что мигранты в части каких-то интеграционных показателей, которые там живут, не отличаются от мигрантов, которые живут в остальном городе. Дети мигрантов немножко отличаются. То есть они действительно там вот как будто бы в большей степени сплочаются. А вот местные там мигрантов ненавидят гораздо больше, чем в остальных частях города. Ну, как минимум, это требует некоторой работы. Со стороны мигрантов, тех людей, которые, если действительно он приехал на заработки, он не будет нарушать законы. Я думаю, в этом случае должно быть межгосударственные соглашения какие-то. Допустим, те государства, которые отправляют своих мигрантов, они должны знать, сколько отправлять строителей, сколько тех профессиональностей, которые нужны в клининговых компаниях работали, или в торговых центрах. Курьерами. Они четко должны знать. И та сторона тоже, которая принимающая, должна вот, брать ответственность, и чтобы решить проблемы с жильем, всякими этими. Все это должно быть совместно. То есть должны быть национальные на программы. государственном уровне. Да, национальные программы с одной стороны, со стороны, например, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, и со стороны России, да, чтобы был России, просто да. рабочий миграционный поток, который максимально юридически регулировался, и было понятно, сколько единиц приехало, сколько нужно, Уехало, сколько рабочих мест, и чтобы система была упрощена для мигрантов. Да. Вот именно такая система должна быть. И в этом случае не будет и ни мигрантам никаких трудностей. Если есть работа, они приезжают. Если нет, то они будут у себя на доме. Объективно можешь посмотреть на ситуацию? Думаешь, будет улучшение в нашей стране? Наверное, будет, но будет сложно. Не знаю, если сравнивать Россию с Швецией, ну, тут как бы есть порядок, законы работают, тут люди соблюдают законы, люди друг друга не дискриминируют. Ну, как бы все наравне живут. Тут, не знаю, в России такого нет. Вот беспорядок в России. И там расизм, гомофобия очень-очень растет день за днем. Не знаю, тут такого нет. Как помогает государство шведское беженцам и мигрантам? Что ты сейчас получаешь? Какую помощь? Мне дали жилье в Стокгольме сроком на 5 лет. И живу тут я один, и мне платят пособию каждый месяц. А сколько пособия, если не секрет? Около 8000 крон. Это, если в евро сказать, то 800 евро почти платят на месяц. И из них я плачу 300 евро как бы за жилье. И там потом остается мне почти
600 евро. И тут я хожу бесплатно в школу и учу язык пока. Но все равно шведский язык очень нужен тут всем, если ты собираешься учиться и работать. То есть ты бесплатно можешь обучиться всему и приносить пользу обществу? И бесплатно получаю свою ВИЧ-терапию. И как тебе? Чувствуешь ли ты, что тебе легче дышать стало, и у тебя есть права, как у мигранта и у беженца? Да, конечно, чувствую себя свободным тут, и тут очень хорошо, законы работают тут хорошо. Да, тут тоже есть гомофобы, может быть, но люди не проявляют своей ненависти так открыто, как в России или в Узбекистане, ну, потому что законы работают, и никто никого не трогает. Очень свободная страна для ЛГБТ. И государство очень поддерживает беженцев тут. Честно скажу, да. Я всегда знал, что я здесь не останусь. В планах, конечно, уже уехать. А куда уехать ты хочешь? Сначала хочу пожениться, и супруга уже дальше поехать. Куда уже как бы получится. Но точно не Россия, да? Точно не Россия, да. Так как моя девушка, ей нужно образование, магистратура за границей, она хочет где-то в англоязычных странах, тот же или в Штатах, или думали в Канаду. После женитьбы, то есть мы поедем. То есть она будет учиться, а я как бы рядышком. Сейчас какие у вас планы на ваши отношения? У меня сейчас нет пока. Ну, то есть, общаться, то есть дальше, да. Ну, вы пока планируете быть вместе, жить вместе в России, и там уже дальше что-то решать. Потом посмотрим. Да, помочь людям другим тоже, то есть помогать, развиваться вместе. А как помочь? У меня просто есть такое понятие, что нужно помочь людям. Это возможно не деньгами, полезная информация, да, ты можешь там просто обучить людей. Вот таким способом я могу помочь. И в то же время, есть ли хорошее отношение наших россиян к мигрантам? Конечно. Как это нету? Если бы не было бы отношений хорошие, разве здесь столько мигрантов было бы? Вот сами подумай. У меня например, все соседи русские, да. Во время карантина я просто на сегодняшний день до сих пор я радуюсь. Пожертвования я смотрела только от русских людей. Мне столько людей звонили, столько людей поддерживали, что мы братский народ, мы любим вас, что вот такая ситуация получилась, что мы ненавидим друг друга. 90% пожертвований по всей России только из русских. Вы представляете, русские люди, если бы не любили бы, тогда мигранты бы вообще, я не хочу такое слово, с голоду бы сдохли бы тут. Из квартир выгнали бы миллионов мигрантов, жили 6 месяцев бесплатно на квартирах. 90% россиян и хозяйки долги забыли. Я звонила, рассказывала, даже я плакала вместе с ними. И сейчас у меня немножко эмоции пропали. Я после этого карантина очень себя тяжело прихожу и задумалась, насколько же плохо людям все-таки, да, и страдает. И простой народ очень добрый. Мигранты бы здесь не выжили бы во время карантина, если бы их не любили. В США я вижу, что очень много парней, девушек гордятся своими индийскими корнями, то есть коренные американцы. И они прям выкладывают себя в костюмах, и все такое, это очень классно, это набирает много миллионов лайков. И я вижу, что в России тоже, допустим, представители регионов тоже выкладывают какие-то именно коренных народов России, какие-то такие вещи, это тоже набирает много лайков. Мне кажется, что благодаря репрезентации, которой у нас нет в учебниках русского языка, там литературы, истории, обществознания, всего этого, но есть хотя бы в ТикТоке, у нас есть шанс на то, чтобы как-то развиться. Ну, то есть именно благодаря соцсетям, благодаря каким-то голосам людей, которые принадлежат к угнетаемым меньшинствам, мне кажется, это будет классно. И мне кажется, что у молодого поколения, которое растет, у него есть шанс все это как-то, может быть, впитать, и есть обязанность рассказать об этом родителям. Потому что смеяться над такими ха-ха, глупые бумеры, вы там ни в чем не разбираетесь, это тоже дело нехитрое. А ты расскажи своей маме и своему папе, что меньшинство имеет право на жизнь. Это гораздо важнее, чем рассказать об этом другу, который и так смотрит интернет и все это знает. Как ты думаешь, что нам нужно делать? Нам нужно как общество расти и развиваться, и как можно чаще просто говорить об этом, для того, чтобы не было такой глупости и такого бытового расизма, про который ты говоришь? Ну, я думаю, что да. Я говорю, что в своем окружении, например, своим друзьям и близким, или с кем-то, который сталкиваюсь, я говорю, так лучше не говорить, это неприятно человеку. Даже какой-то человек, например, мне сказал, вы что, здесь понаехали? Я говорю, извините, вы выглядели очень интеллигентным, образованным человеком, но вы меня разочаровали. И после этих моих фраз они сразу замолкают, люди, просто задумаются, потому что за что никто не заслуживает из-за их разреза глаз или из-за цвета кожи такого отношения. Я остаюсь человеком,
при этом. То есть нужно обязательно не на эту агрессию не отвечать агрессией. Да, вот именно. Что бы ты хотела изменить сейчас в отношении людей? Всех людей? В России, да. В России? Типа, чтобы все друг к другу относились вне зависимости от разреза глаз, цвета кожи, как к человеку, у которого есть своя личность вне зависимости от его внешних данных. Сложно себя чувствовать иностранцем в своей стране, поэтому я хочу, чтобы каждый человек в своей стране чувствовал себя своим. Россия – огромная многонациональная страна. И очень странно и страшно, что многие из жителей считаются не такими только потому, что у них не тот цвет кожи, цвет глаз, ориентация или что-то еще. Мы все такие, какие пришли на этот свет. Мы боремся каждый день, чтобы жить лучше. А люди, которые родились за пределами России и приехали сюда, чтобы работать, не должны подвергаться дискриминации. На них не должны накидываться люди на улицах. Их не должны выдворять или притеснять. По-моему, быть добрее всегда единственный правильный вариант. С вами был Петя Плосков. Увидимся.